Всем привет! Это Фудсторм и мы, Антон Романов и Игорь Феоктистов. Обычно никто не любит возиться с целиковой сельдью и покупает уже разделанную рыбу. Это ваше право. Но сегодня мы расскажем, как можно легко и быстро с ней разделаться. Если не хотите после разделки долго убираться, постелите на доску бумажное полотенце, пергамент, ну или по старинке газету. Нас грязь не пугает, поэтому мы этого делать не будем. Для начала оборачиваем рыбу в бумажное полотенце, чтобы она не скользила по доске. Затем делаем разрез от анального плавника до головы. Важно, чтобы нож не входил очень глубоко, иначе он повредит внутренности, и их будет очень трудно вынимать. А еще повредит икру или молоки. Кто-то любит, кто-то нет, лично я просто обожаю. Отрезаем голову и вынимаем внутренности. Икру или молоки откладываем в сторону, остальное в помойку. Теперь хорошенько протираем все внутри салфеткой. Можно предварительно помыть под проточной водой, если очень грязно. Этим действием мы убираем некрасивые черные пленки, которые и на вкус не очень приятны. Далее делаем надрез вдоль позвоночника от головы до хвоста. И очень аккуратно, без резких движений, начинаем снимать кожу. Если кожа сильно скользит, нам помогут салфетки или бумажные полотенца. Периодически помогаем себе пальцами другой руки, чтобы само филе не рвалось. Кожу легче снимать с целиковой рыбы, чем с готового филе. После просовываем пальцы в разрез на спине и брюшную полость и начинаем, не торопясь, тянуть филе вверх, отделяя его от костей. Чем свежее рыбка, тем труднее это делать. Все кости вытащить таким образом не получится, и придется поработать еще немного руками или пинцетом, если он есть. Чтобы филе выглядело еще лучше, отрезаем брюшко. Его можно съесть самим в награду за проделанную работу. С другой стороны, повторяем те же движения, только уже хребет тянем от филе. Ну вот и все. Это было несложно, но грязно, но не сложно. С этим филе вы можете делать все, что угодно. Селедку под шубой, смореброды, закуски по одному из наших прошлых рецептов. Ну или просто съесть под водочку с картошечкой. А мы в следующем видео покажем наш способ приготовления форшмака. Так что не пропустите и не забывайте заниматься едой. Это был Фудсторм, Антон Романов и Игорь Феоктистов. Всем пока!